Коллективное обращение разных стран православного народа к властям РФ. Господи, благослови. Мы, верующие люди, будучи христианами, все во святом крещении давали клятву быть верными Христу, Богу нашему и святому Евангелию. Ни для кого не секрет, что Иисуса Спасителя нашего убили иудеи, кричащие: «Кровь Его на нас и на наших детях!» Сии иудеи гнали и убивали святых апостолов и многих других христиан, ненавидя нас лютой ненавистью. И, наконец, как свидетельствуют святые старцы, такие как Николай Гурьянов, Паисий Святогорец и многие другие, что именно иудеи принесли в жертву, убив святую царскую семью, захватив впоследствии власть на Руси. Далее они разрушили православные храмы, мучая в тюрьмах и убивая многих людей. Тысячи верующих стали мучениками и исповедниками России. С тех времен Церковь Христова Православная при патриархе Святом Тихоне наименовала сию иудейскую власть богоборческой, красной, описанную в Новом Завете в книге Откровения как красного дракона. И, осудив по местным соборам сию власть и их дела, называя проклятыми их и всех вернослужащих сей красной власти. После сего решения о проклятии многих участников всего Святаго Собора умучили и убили. Другая же часть епископов с народом верующих эмигрировали за границу. И лишь малая часть из 8 архиереев, оставшихся на свободе в России, как повествует об этом святой Филарет Вознесенский, предали Бога и вступили в соглашение с иудейской красной властью. Подписав декларацию, где было указано, что радости сей богохульной власти есть радости Русской Православной Церкви Московского Патриархата. С тех пор Церковь Русская разделилась на 3 части: зарубежники и катакомники, единые духом, но разделенные территорией земли, и малая часть предателей в России, называемая Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Далее описывает святой Филарет Вознесенский, что если кто-то на Руси не принимал из верующих сию нечестивую декларацию, то их убивали и мучили в тюрьмах. А епископы Московского Патриархата, в кавычках, стоя на амвоне, проповедовали, что гонений на церковь нет, хотя за их спиной убивали верующих и разрушали храмы. Так и было много лет на Руси, обманывали простой народ. Но сейчас дошли до нас проповеди аудио, видео, а также письма, послания уже ныне святых прославленных, таких как Максимович Иоанн Шанхайский, святой Филарет, святой Феодосий Кавказский, катакомник и многих других. Помня сих святых завещания о предателях, а также собор патриарха Тихона, который проклял красную иудейскую власть и всех сообщающихся с ними, мы, многие верующие Руси, а также других стран, где обретается православие, собрали 4 собора, решив, что, имея достоверные свидетельства предательства Русской Православной Церкви Московского Патриархата от святых отцов и святых поместных соборов, считаем, что на основании Святаго Евангелия, правил святых апостол и 7 Вселенских соборов, а также изучения Вселенского учителя Церкви Святаго Иоанна Златоуста, цитата: «Иудеи убили Сына Божия, а ты сообщаешься с ними?» И далее. «Не может церковь, в которой молятся те, кто зажигает миноры в синагоге, называться Христовой. На основании сего мы, верующие, собрав соборы, вышли из-под юрисдикции РПЦ Московского Патриархата, осудив эту церковь в кавычках предательской, которая до сих пор скрывает свои дела беззаконные от народа Руси и мира. На этих соборах народ утвердил Божия помазанника
и патриарха Зосиму, в миру Власова Леонида Александровича, назвав Церковь Христову, не предавшую Святую Троицу, Русской Православной Церковью Царской Империи. Сего нашего царя и патриарха, защищавшего веру православную и не сделавшего никому зла, посадили вместе с братьями в тюремные узы в Ульяновской области. Также власти мучают оставшихся в общине людей, и стариков, и молодых. Мы, верующие люди, не нарушаем законы, которые не противоречат святому православию. Так в Конституции РФ в статье 28 говорится, что каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания. В статье 29, часть 3, никто не может быть принужден к отказу от своих убеждений. Но у нас даже не свои убеждения, а только православные. И никто не может уличить нас в том, что мы якобы секта, ибо действуем мы только по канонам церкви и ее святым правилам. Статья 2 Конституции гласит, что свобода человека является высшей ценностью. Свобода совести должна защищаться государством. В статье 31 говорится, что люди могут мирно собирать собрания, как и мы поступили, не нарушая закона. В статье 29 говорится, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Но, нарушая Конституцию, наших священников сажают в тюрьмы и мучают за слово веры православной. Где же тут свобода мысли, гарантируемая? В статье 45 гарантируется защита свободы, и что каждый вправе защищать свою свободу совести. В статье 46 каждому гарантируется судебная защита. Но нас судят, нарушая саму Конституцию. В статье 52 сказано, что закон защищает людей от преступлений, от властей, то есть государство должно обеспечить защиту от тех властей, которые нарушают Конституцию. Если человек, живущий в России, нарушит лишь одну статью закона, то несомненно становится преступником. Но мы, верующие, перевели здесь много нарушений закона и не можем добиться справедливости. Неужели кому-то в РФ из властей так не нравится вера православная? Или все-таки нет никакой свободы совести, свободы слова, свободы вероисповедания в Российской Федерации? Обращаемся к властям имущим с коллективным письмом, дабы обратили свое внимание на такое беззаконие в Ульяновской области и издевательства, противоречащие своим же законам. Также сообщаем вам, что сие обращения мы будем отправлять во все инстанции РФ и за рубежом. И помоги нам, Господи, добиться справедливости и освобождения наших священников православных. Призываем на помощь всех неравнодушных людей. Верующий народ православия.